Всем привет! Сегодня в этом видео я вам покажу на примере вот этих всех замков. Поподробнее здесь мы пройдем, что от чего и какие запчасти. Эксплуатация, ремонт, характерные неисправности замков, их правильный ремонт, правильные запчасти, что как бывает, вообще какие случаи. Здесь у меня достаточно много замков представлено. Половина случаев типичная, половина другая, что-то где-то свои нюансы по замкам есть. Также мы произведем сборку-разборку и замену микриков замков. То есть это по-другому можно назвать концевые выключатели замков. Начнем с того, что я вам покажу характерные неисправности замков. К примеру, вот этот замок у меня собранный, выглядит собранный замок таким образом, то есть этот замок разбирался и собирался, то есть он полностью в собранном состоянии и частично рабочий. Здесь просто нету концевого выключателя микрика, обрезан. Я вам сразу скажу, что вот так вот делать я вам не рекомендую. Обрезать микрик замка и таким образом его менять. Долго это не поработает. Этот замок технически исправен. Здесь могут быть такие случаи, что неисправность может быть как внутри вот этого вот пластикового корпуса, так и уже в части, касаемая с микриком. Вот здесь скоба замка. Вот смотрите, вот здесь ходит микрик, концевой выключатель. Я перевел в положение. Здесь наглядно видно, что здесь такая вот дорожка проточена вот таким вот оригинальным микриком, который здесь когда-то стоял в этом замке. Этот замок мы уберем в сторону, чуть позже мы к нему вернемся. Сразу по порядку возьмем, к примеру, вот этот замок разобранный, здесь он из двух частей состоит. Здесь типичная проблема, смотрите, здесь вот этот вот концевой выключатель, видите, здесь вот такая вот, можно сказать, шуба из пластика получилась. И протерлось все до металла. Сейчас я пошевелю замок. Вот так вот более хорошо видно. То есть здесь очень сильные повреждения. Здесь до металла. Мы его оставим. Эта запчасть нам больше не нужна. Возьмем этот замок. Также замок разобранный. Здесь обрезались провода. По концевому выключателю здесь есть такая вот борозда. Здесь видно тоже протертость есть вот таким вот микриком. То есть деталь в принципе рабочая, но к сожалению в свое время была заменена. К этому замку мы вернемся чуть позже. Возьмем вот этот замок. Это передний левый замок. Вот эти вот все три, которые здесь лежат, это от передней левой двери. Остальные двери я вам показал. Здесь, то есть, как бы замок этот не в рабочем состоянии. И сразу по характерным уже техническим неисправностям внутренней части мы пробежимся. Вот эти платы это не оригинальные платы. Это я вам показываю. Так выглядят не оригинальные платы. Оригинальных плат здесь у меня нету, чтобы вам показать. Мы их уберем.
На примере этого замка я вам покажу все характерные неисправности, какие здесь бывают по внутренней части. Вот это замок, модификация европейская. Здесь вот этот вот дополнительный сервопривод, это от европейской модификации. В американских версиях машин вот этого дополнительного сервопривода нет. Вот это запчасти от этих всех трех замков. Сразу перейдем к вот этим сервоприводам. Они устанавливаются здесь. Выглядит это в принципе вот так вот. И здесь еще бегает пластиковый механизм червячный. Вот такие сервоприводы идут в оригинале к замкам. Но когда вы покупаете замок не оригинальный, у вас будет стоять вот такой вот сервопривод. Он раскручивается таким образом и до конца бьет. Вот здесь стоит такой вот механизм. И со всего маха он ломает, к примеру, вот такую вот деталь. То есть когда вы подходите к машине и ставите машину на сигнализацию, проверяйте ручки дверей, потому что в случае поломки вот этого вот доводчика, закрытия замка, у вас замок просто откроется и дверь просто откроется, хотя машина будет на сигнализации. Это что касаемо поломок внутренней части. Когда будете собирать замок, вот эта вот часть замка должна выглядеть именно вот так вот. И вот этот вот винт ни в коем случае не перетягивайте, иначе защелка выйдет вот приблизительно вот в это положение, и вы не сможете никак открыть дверь. То есть у вас будут закрыты двери, хотя вы как бы с ключа, с брелока открыли дверь. Замок до конца не отщелкнется самостоятельно. То есть стучите по двери и как-нибудь открывайте дверь, дергая ручками. Здесь, то есть это выводы на ручки, одна и вторая. Вот. То есть вы ничего не добьетесь. То есть замок будет в закрытом положении, и механизм не откроет вам замок, если он заперт. Чтобы полностью сымитировать ситуацию, к примеру, закрытия замка, чтобы я вам показал. То есть вот так вот он находится в открытом положении. Этот замок электронно-механический, и необходимо его подключать. То есть тогда сервопривод опустится там и закроет замок. Сымитировать можно, но здесь, к сожалению, у меня нету корпуса в собранном состоянии от левого замка. Ключом можно провернуть, и тогда ключом сервопривод, вот этот вот здесь, который расположен, вот эта вот шестерня, он его опустит, и замок закроется. То есть никакими ручками вы замок не откроете, и открываться он не будет. Это по поводу самых популярных неисправностей левой двери. Какими дверями больше пользуетесь, там и будет в принципе неисправность. Даже на задних дверях происходит выработка вот этих вот дорожек, вот этой вот петли. То есть вот здесь вот этот момент видно. Все вот эти вот запчасти, это относится именно к пластиковому корпусу и механических повреждениях в работе замка. То есть если замок не закрывается и он открывается с ручки, то в любом случае у вас повреждение вот этого вот механизма внутри уже работы замка. То есть необходимо уже будет покупать замок
И из таких вот корпусов уже запчасти искать и менять вот эти вот запчасти на рабочие, то есть собирать замок. Такие вот сервопривода я вам не рекомендую ставить. Удар происходит по замку со всего маха и происходит облом, разрушение частей вот этого вот пластика. Также по замкам, смотрите, вот здесь должны стоять все вот эти вот части подвижные. Здесь вот в этих местах должны стоять резиновые уплотнения, назовем их прокладки, которые поглощают удары вот этих вот механизмов. То есть наличие вот этих вот уплотнений вибрационных желательно вот здесь, чтобы они здесь стояли и присутствовали. Также по вот этим вот уплотнениям, если у вас замки сильно громко открываются, у вас нету вот этих вот уплотнений, то есть в замках должны стоять вот такие вот уплотнения. Вот здесь, к примеру, на этом замке вот этого вот уплотнения нету. Вот эти запчасти я все уберу по механическим моментам замка. Я все вам рассказал. Теперь перейдем уже непосредственно к замене микриков по металлической части. Здесь на одном из замков была большая бахрома. Вот с этой бахромой замок можно использовать. Возьмите нож и срежьте до металла, то есть останется один металл. Вот видите, здесь металл присутствует, то есть нет необходимости покупать новый замок и тратить на него деньги. То есть это можно все починить. Дальше переходим к следующему моменту. Вот здесь маленькая дорожка есть на скобе, вот на этой. Вот она. В принципе, ее нет необходимости чем-либо заделать, она достаточно маленькая. Но бывает, когда сильно проточено посередине. Вот на этом замке было сильно проточено посередине. Я использовал паяльник и запаял вот эту вот дорожку. То есть она как бы вся целая. То есть целая дорожка, пластик поверх металлов получается. Вот таким вот образом выглядит. Это что касаемо по вот этим вот металлическим скобам, именно держателей петель машины на замках. Вот они. Лишние мы все запчасти сейчас уберем. Теперь я вам наглядно покажу, как разобрать и собрать замок для замены микрика, то есть концевого выключателя, который расположен здесь. Микрики имеют ориентацию, но в моем случае они универсальные. Их нет необходимости, так сказать, ориентировать под площадку. То есть можно ставить как на правый, так и на левый замок. Это оригинальные микрики замков, то есть здесь как раз правый и левый. Вот так вот они выглядят. Они по цвету тоже отличаются. Герметичные. Здесь уже вот эта вот прокладка герметичная, она уже вся потрепанная. И само вот это вот жало, оно уже стертое. То есть это сделано, в принципе, и рассчитано не на долгую службу. В моем случае я ставлю доработанные усовершенствованные микрики.
Они выглядят один в один как в оригинал, но уже доработана, уже здесь металлическая такая площадка. Их можно ставить как на железный вариант, то есть здесь будет железо, так и на пластик. Вот сюда вот. Об этом чуть попозже. Так, приступаем к разбору непосредственно замка. Перед самым разбором замка снимите вот эту вот пружину. Здесь в передней части необходимо выкрутить один винт. Здесь с боковой второй. Вот здесь с боковой части замка есть крепление. Здесь необходимо их отжать вот таким вот образом. Вот, в принципе, почти разобрался. То есть не так сложно. И его необходимо теперь высунуть. Вот этот вот рычаг вы держите вот таким вот образом и высовываете замок. Вот здесь я совсем забыл. Есть вот такая вот пружина. Она удерживает микрик. Вот так вот она крепится. Я вам показываю. Вот ее положение. Ее необходимо снять и высвободить отсюда микрик. И только после этого раскручивать замок. То есть получается у нас две такие детали. Теперь необходимо все вот эти вот винты по периметру замка выкрутить. Вот этот винт выкручивается просто отводом вот этого вот рычага. Все. И ставите обратно. Замок разъединили. Внутри получается приблизительно вот так вот. Здесь сервопривод, здесь механизм будет доводчика. То есть здесь может быть еще один сервопривод, а может быть его и нету, в зависимости от замка. Высовывайте схему, вот эту вот. Я вам рекомендую впаивать вот такой вот микрик сразу в схему, вот как здесь делается по заводу. То есть провода старые выпаяли и впаяли новые. Когда вы уже спаяли микрик новый, то есть начинаете сборку. Все это вот таким вот образом собрали, как и было. Это можно убирать. Получается у вас уже собранный такой корпус. А здесь теперь смотрите, есть определенный момент. Вам необходимо будет попасть вот этим вот креплением вот сюда. После этого проверить работу замка. Смотрите, в моем случае, видите, как замок сильно не отодвигается. Это решается вот таким вот образом. И сразу вот так вот отводите. Ну, смотрите, чтобы не выскочила вот эта вот пружина с креплением. Так, выскочила, я сразу сейчас поправлю. Вот так вот будет
самый простой вариант поставить этот замок обратно. Берете вот эту вот часть и вот таким вот образом вставляете на свое место. Вот эти вот крепления здесь сразу должны как бы защелкнуться, получается. В принципе, замок уже в сборе собранный. Вот то вот место стыковки механизма, то есть получается пластикового корпуса и железного, который я вам показывал, можно сквозь свет вот здесь вот посмотреть, чтобы вот это вот крепление попало именно в центр. То есть тогда будет замок работать. Проверить это можно только таким образом. Так, вот замок уже, так сказать, не работает, не попало, не отщелкивается. Так, снова проверяем. Так, замок закрытый. Вот отщелкнулось. То есть вот этот замок теперь рабочий. В принципе, можно собирать. Сразу вставляем вот этот большой винт, закручиваем. Насадку меняем. Здесь одна большая и остальные все маленькие насадки. Устанавливаем пружину. По установке вот этой вот пружины. Пружина должна устанавливаться вот только вот так вот, как я вам показал. Вот в это вот крепление, вот этот вот конец пружины загонять не надо. Оно не предусмотрено для вот этого. То есть, в принципе, сейчас замок рабочий. То есть, вот я вам показываю. Так, это рабочий замок. Дальше мы будем устанавливать на этот замок миглик, уже новый. Сразу по недостаткам
я вам хочу сказать следующий вариант. Почему получается так, что дорожки протерты вот с краев, то есть видно, что не по центру. Из-за вот этой вот площадки. Здесь площадка на самом деле очень широкая, порядка где-то 1,5 мм. И получается очень большой вылет. То есть сейчас я поставлю вот этот вот старый родной микрик на свое место. Я вам покажу, как это выглядит. Вот он стоит на своем родном месте. Вот здесь вот в пазу. Вот посмотрите, здесь он выходит, у него вылет большой. То есть он ближе к краю работает, то есть не посередине даже. Возможно, даже этот микрик именно от этого замка. Также сразу я вам скажу, есть вот такие вот микрики плоские, без вот этих вот железок защитных. Они со временем стачиваются. Вот этот вот микрик, он сточился. Здесь тоже видно, что он неровно прилегал. То есть, видите, здесь немного выступ есть такой. Буквально там может полмиллиметра. Но его достаточно так видно, если присмотреться. То есть, вот такие вот микрики, это не очень хороший вариант. Хватает где-то года на 2. Ну, а перед установкой микрика я вам расскажу про типичные, так сказать, неисправности их. Может быть такая ситуация, что при открытии двери у вас микрик заклинило, или он, так сказать, вышел из строя, сломался в постоянно выключенном положении. То есть получается, как бы вот эта вот скоба, и микрик не достает до нее. Он уже находится приблизительно в таком состоянии. Здесь еще один вот такой вот с таким же дефектом. Еще один. Аналогично у них все. Вот, кстати, еще один микрик. Сделан под оригинал. Тоже с площадкой. Вот такой же. Также стачивается. То есть вот это вот место, так сказать, выступа жала контакта, оно стачивается. Это было про заклинившее положение. Самый тяжелый случай будет у вас, когда у вас или водой зальет, или что-то, и когда микрик будет постоянно включенный. То есть получается, машину на сигнализацию вы не поставите, но есть только один вариант: отсоединить жгут косы проводов уже от разъема корпуса машины к двери. Можно будет закрыть двери. Так, по установке микриков берем микрик. Вот такой вот я вам рекомендую. Это улучшенная версия оригинала, водонепроницаемый микрик. В отличие, к примеру, от вот таких. Такой микрик не герметичный, но тоже хороший. У него вот эта вот площадка, то есть не сотрется. У обоих этих микриков площадки, и они рассчитаны на долгий срок службы. Вот этот, можно сказать, практически вечный. Ну и не капризный. В отличие от вот этого. Берем вот этот и будем устанавливать.
После того, как мы концы проводов впаяли в схему, то есть у нас получается здесь как бы два корпуса. Вы не торопитесь соединять корпус. Сначала установите микрик. Обычный суперклей берем. Перед этим подогнали микрик, как вы будете его устанавливать. То есть в зависимости от замка или правый, или левый вариант. То есть или так вот, или вот так вот. То есть разницы нет, один и тот же можно установить. Так, это у меня задний правый замок, значит мы будем устанавливать его вот так вот. Это будет как бы правый замок. Сейчас я возьму левый замок. Я взял левый замок, а вот эти микрики мы будем устанавливать вот так вот. Сюда на вот эту площадку капельку клея. Суперклей используйте, я вам рекомендую, в принципе. Главное, чтобы он не попал на вот эти вот все механизмы. То есть где-то вот в этот район старайтесь его нанести. Дальше его вот таким вот образом устанавливайте, вот, чтобы он почти соприкасался. Вот таким вот образом. Фото я приложу, там будет очень хорошо видно на вот этом вот замке. То есть вы его вот таким вот образом прижали, чтобы он приклеился. Дальше вы берете вот эту вот пружину и вот этой вот пружиной прижимаете этот микрик. Будет выглядеть это вот таким вот образом. То есть сейчас вот здесь микрик установлен, и работать он будет. То есть когда на него нажмет вот эта вот петля, вот она на него сейчас нажала, я открыл замок, получается. И петля нажала, то есть видно, что микрик находится в нажатом состоянии. То есть сейчас вот эти два контакта замкнуты, и будет под дверью гореть свет. Вот в этом случае, когда замок закрытый, микрик освободился, вот здесь вот, и вот эти контакты разомкнуты, и света не будет гореть. То есть как бы дверь получается, что закрыта. Это что касаемо установки микриков. Соответственно, после этого соберите до конца замок, ну и установите замок. То есть разницы: правый у вас замок, левый замок, там какие запчасти здесь сломались. У всех на этих замках причина поломок, неисправности абсолютно одинаковая. По микрикам я вам рекомендую использовать герметичные. Такие же микрики, но уже не герметичные. Эти микрики стоят подешевле. Перечень машин, которым подходят эти микрики, смотрите в описании к данному видео. Если вам это видео было полезно, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Всем пока!